Рак, начало августа. Обзор энергии для вашего знака зодиака. У нас очень много ключевых дат уже с июля, да, они не заканчиваются в августе. Врата Льва, новолуние 12 числа, большое солнечное затмение, полное причем, да, которое будет, по-моему, в Исландии видно. Вот. И в конце этого видео я вышлю цифровое послание, которое будет подсказывать вам, что вы на правильном пути, ведь вы здесь не случайно. Сейчас вытащу карту из колоды «Компас души». Да, посмотрим, что за послание для вас, раки. Такое идет космическое какое-то даже. Интересно, о чем это? Космическое пробуждение. Карта мир. К мирному существованию. Уход от, знаете, уход от разочарования, обид, каких-то структур, которые это формировали. Если больше в духовности разбираться, то человек будет, ну, человек знает, я знаю, знаю, потому что просто я уже очень давно и глубоко в этом изучаю этот вопрос, что иногда человеком управляет на подсознании, знаете, через подсознание просто структуры. Вот. И у многих раков, знаете, появится чувство легкости, может появиться чувство легкости, которое приходит вам через выбор мира, да, то есть состояние внутренней гармонии, внутреннего спокойствия, внутреннего мира. Вот здесь голубочек такой нарисован. Хорошие новости еще идет, да, и мир цветет там, где уходит сопротивление. Часто люди сопротивляются переменам, думая, что это что-то плохое, да, у нас сейчас так экология движения вперед, эволюция устроена, что что-то, что сейчас перестает работать, это, знаете, знак такой, символ того, что нужно делать уже по-новому, да, и некоторые люди держатся за старое, думая, что их сейчас куда-то во что-то плохое двигают. Нет, на самом деле это не так, двигают сейчас всех во все хорошее. Вот, у нас большое количество высших сил сейчас на этом процессе помогает людям, человечеству. Это сейчас шло вообще во всех обзорах для всех знаков, да, что не бойтесь перемен, отпускайте спокойно то, что больше не работает, потому что то, что к вам на это место придет, оно намного лучше. Но с точки зрения ума человек, понятно, боится неизвестности, боится будущего, да, и здесь тоже один такой идет призыв, очень стойкий, я чувствую, это как поток энергии такой, да, вот именно прям от чего, откуда это, прям с неба идет какой-то поток. Звездные семьи поддерживают очень сильно не только ангельские энергии, да, но и звездные системы положительные. Вот, и прям призывают расслабиться, довериться тому, что происходит, да, и не упираться рогом, как говорится. Понятно, что раки не козероги там и не овны, да, но не упираться рогом, отпустить, не держаться. Опять прям, да, вижу, что кто-то схватился за что-то старое, и человек еще за какого-то тоже что-то от него требует, а человек это дать не может. А бесполезно требовать от кого-то, кто не может вам это дать, то чтобы он это дал. Не работает. Вот, и я сейчас гляну по Таро. Начало августа для рака. У нас изменение расписания на канале, да, теперь получается по понедельникам огненные знаки, да, по вторникам земные знаки, среды это воздушные знаки, четверги это водные знаки, то есть вы сможете свои видео теперь для вашего знака видео находить по четвергам на моих каналах в YouTube и в TikTok. Кому хочется смотреть получше качество, можно смотреть в YouTube, там картинка шире. Рыцарь чаш. Ну, движение вперед, ну, мягкое, раки. Паш чаш исполнения желаний. Через движение, да, то есть от вас требуют, прям не то, что требуется, да, для своего внутреннего исполнения на уровне даже души. Действительно, вот прям еще раз показывают, снова повторю, отпустить старое, за что там вы цепились, позволить себе двигаться вперед, да, и исполнение желания вас действительно ведут к тому, что вы действительно себе внутри хотите. Это может, да, быстрое развитие, ну, восьмерка жезлов, это может не казаться на первый взгляд нелогичным, да, с точки зрения ума, но поверьте, что пути Господни неисповедимы, и сколько бы человек не пытался через свой ум представить, куда его что приведет, да, если вы даже посмотрите там на несколько лет назад, и, казалось бы, самые такие нестандартные, нелогичные поступки могли уже давать хорошие плоды. Здесь, конечно, собака порылась, потому что человек, который находится
в убеждениях о том, что все что-то нехорошо, он хорошее, конечно, не увидит. Но тот человек, который уже окрылен, тот, кто уже занимается духовными практиками, своим развитием, может проследить тенденцию и последовательность, которая более тонкая, которая кроется во всех событийных рядах каждого человека на Земле. О том, что всегда в лучшее переводят, всегда в лучшее, в еще лучше, да, но это, конечно, нужно научиться замечать, и сейчас все вот эти потоки энергии, а у нас очень много астрологических событий, и этот коридор затмений будет очень таким знаковым, да, вот, но они все всегда знаковые, вот, то, что они на внутреннюю работу направлены, на формирование событийных каких-то последствий выборов в солнечных в коридорах затмения на 6-8 месяцев, вот, но у вас здесь раки призывают, знаете, вот все-таки с миром в душе двигаться, и тогда будет быстрое развитие вперед, королева жезлов, и это, знаете, как стабилизация состояний даже каких-то, и в том числе проявленность материи, да, то есть на старой, как пример привожу, да, что на старой работе у кого-то могли там задерживать выплаты, там вовремя там как-то, ну, не поддерживать, да, там работников, и вы, наконец, решаетесь больше за это не держать, и, знаете, как это, сейчас как это слово-то, вверяете это в руки помощи Вселенной, да, и спокойно, с спокойной душой выходите с этого места работы, и вам может прийти, например, какое-то, откуда не ждали, да, какое-то предложение о работе, да, Верховный суд, ангел, видите, какой там. Вас сейчас ведут и направляют, вот идет такое, да, не нужно сопротивляться этому. А тот, кто сопротивляется, семерка жезлов, вот вам, знаете, как очень легко и просто понять, сопротивляетесь вы каким-то положительным изменениям или нет. Если вам что-то предложили, а вы отказались, и вы в этот момент себя почувствовали плохо, значит, вот некорректно поступили. Если вам предложили, и вы согласились, и вам хорошо, значит, да, вот здесь, вот сюда, вот действительно нужно. Даже если это предложение никак не совпадает с какими-то вашими мыслями о том, какое прекрасное будущее у вас может быть, или о том, что вы действительно ждете, да, то есть там сейчас такая картинка идет, что, знаете, открывают потайные двери, о которых вы не знали. Ум вообще не в состоянии просто по своей конфигурации, ум не может даже предположить, что будет дальше. Все предположения ума, что будут дальше, они, как правило, все ни о чем. Да, и здесь, когда вы как бы отдаетесь на отыгрыш помощи высших сил, да, но здесь от вас требует движения, действия, обязательно должно быть сопряжено действием, да, то есть нельзя просто сказать: высшие силы, помогите, и ничего не предпринимать, да, то есть обязательно нужно действовать. Вообще действие — это знаковая энергия этого периода, да, то есть от слов к действию, действовать. Да, карта Луна, и у нас полнолуние 28 августа, да, и там частичное затмение лунное, и к 28 закончится этот переходный этап, и вы уже можете в сентябрь выйти окрыленными, да, идет такая энергия, да, королева чаш, эмоциональная наполненность, даже у кого-то довольность самим собой, да, люблю со словами играть, вот, довольность самим собой, что я такой молодец, что я этот выбор сделал, что я не испугался, что я пошел, да. Вот, и кто-то даже смотрит, вот видите, он смотрит на прошлое, семерка мечей, такой: ой, хорошо, что я оттуда вышел. Знаете, такое прям благостное состояние. И когда вы это слушаете, эти подсказки, им следуете, душа радуется, душа окрыляется, становится легче жить, легкое состояние. Вообще легкость — это признак того, что вы все правильно делаете, да, внутренняя легкость. Карта императрицы. Императрица — это изобилие, материальное, проявленность материальная. Это такое вот: все у меня хорошо, вот все у меня в порядке. И это ваша перспектива, кстати, раки. Это вас вот туда ведут к сентябрю. Я вижу, что у вас, я так что не смотрела далеко, но мне показывает, да, что с сентября у вас рост материального, да, но здесь вот сейчас в коридоре затмения, знаете, как не упустите эту возможность, да, то есть попробуйте не сопротивляться изменениям, а наоборот принять их и действовать в согласии с этой энергией. Король жезлов, ну, творец, и здесь лев нарисован. Здесь на карте вон в уголку нарисован лев.
Да, и сейчас вот как будто такое ощущение, что вообще очень мощная на этот коридор затмений поддержка Творца для вот тех, кто действительно ищет свой путь, для тех, кто хочет положительных изменений в своей жизни, да, и те, кто действительно предпринимают действия. Творец помогает через других людей, да, то есть такого, чтобы он сам пришел, ну, оно такое бывает, когда он сам приходит. У меня была сессия одна, и там к женщине прям пришел Творец и как это, поговорил с ней, дал ей всякие там ну, не советы, он с ней, это была очень красивая энергия. У меня такое не часто на сессиях бывает, когда прям Творец сам приходит. Вот, но на Земле, да, в материи он действует через других людей, поэтому какие-то предложения, какие-то, может быть, ремарки, сообщения от других приходят. Не отнекивайтесь, не думайте, что это что-то там нехорошее, там Творец уже, знаете, помогает вам. Вот, сейчас лучше цифровое. Если вам откликается мой труд, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, комментируйте это видео, делитесь им, пусть больше раков знают, что Творец им помогает в этот период. Вот, цифровое послание для вас на начало августа. Раки. 2112. Вам решать. Да, то есть можно отреагировать по-старому, опять, скажем так, упереться, не сделать необходимых действий, а можно попробовать по-новому и увидеть, как это развернется. Вот, и кто-то за вами наблюдает. Ну, естественно, вот Творец. Творец высшей силы, светлая. Хорошая удача, невидимые силы, направление. Ну, вот смотрите, как и девятка жезлов, направление. Карта Верховный суд, ангельские энергии. Направляют вас вот сюда, вот, да, вот в состояние императрицы. Даже если кажется, что вы не делаете какой-то видимый прогресс, на самом деле все двигается для вас в правильном направлении. Ну вот ровно, что я вам сейчас начитала. Вот здесь, вот, пожалуйста, еще одно подтверждение. Если вы видите этот номер, это знак, что все обязательно сработает для вас, да, для вашего высшего блага, и ваши мечты обязательно исполнятся. Да, основная идея, еще раз давайте я вам ее озвучу, о том, что с точки зрения ума те предложения, те возможности, которые приходят, могут казаться нелогичными. Да? Вот не ведитесь на эту уловку. Ум не в состоянии понять и знать, для чего и что. То есть та логика, которую привыкли люди руководствоваться, она уже не рабочая в плане именно выхода в предназначение, выхода на свои 1, 2, 3, 4 на счетчике, выхода на свои новые пути развития, выхода в миссию души, да, там, выход из состояния поиска души в состояние присутствия в контакте с душой. И у нас эволюционный виток сейчас, он именно на это направлен, чтобы люди заходили в контакт с собой, жили в союзе с душой, слушали себя, слышали помощь высших сил, светлых, да, и проживали мир внутри. И клубочек — это тоже хорошие новости. Прозрение у кого-то еще. Хорошо, с вами была Анна, канал Дугуд, дело добро будет. До встречи в моих следующих обзорах для вашего знака зодиака. Благодарю вас и прекрасного вам августа. Пока-пока.